Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стал сержант Ghost. Приз я отправил на кладовщика кухни гурмана. Ну, а кому не повезло, ребятки, следующий розыгрыш для вас. Он благодаря Даркину. Спасибо тебе за подарки, братишка. А для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал, написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны с выходом следующего видео. Товарищи, неоднократно от вас поступали вопросы по типу, как ты перетаскиваешь лут в хранилище, как ты заряжаешь все магазины сразу, как поменять прицельную сетку и многое-многое-многое другое. Отсюда мне и пришла идея записать интересный ролик с фишками, которые я знаю. Ну и поделиться ими с вами, конечно. Приятного просмотра! Наверное, начну с недавно добавленной и очень удобной механикой. Это перенос лута и зарядка магазинов. Раньше мы перетаскивали по одному предмету в схрон и обратно. С выходом обновления нам стала доступна возможность выбирать нужные предметы и перетаскивать их сразу все в инвентарь или обратно из него. Выделить предметы можно двумя способами. Первый — зажать Shift, кликнуть левой кнопкой мыши по первому и последнему предмету, который ты хочешь выделить. Таким образом, ты выделяешь все предметы, которые были от первого до последнего. Второй способ — это выбрать нужные предметы по отдельности. Для этого нужно зажать Ctrl и тыкать левой кнопкой мыши на нужные предметы. Так будут выделяться все предметы по отдельности, на которые ты нажмешь. По такому же принципу теперь можно заряжать и магазины, а не как раньше перетягивать каждый и заряжать по одному. Выделяем магазины. И, кстати, не обязательно выбирать пустые или полупустые, можно выделить сразу все, они, которые не нужно, сразу отсеются. И перетаскиваем магазины на патроны. Очень важный момент. Перетаскивать нужно магазины на патроны, а не патроны на магазины. Иначе ничего не получится. Наверное, все без исключения в этой игре сталкивались с тем, что ваш персонаж по каким-либо причинам окосел. Но вот реально, в прямом смысле слова, моделька персонажа стала косая в одну сторону. После смерти или еще по каким-либо причинам персонаж косится в сторону. Я не знаю, с чем это связано, но это меня подбешивает. И я знаю, как это исправить. Дело в том, что нужно снять какой-либо предмет с себя. Причем снятие до конца доводить не нужно. Достаточно подождать, пока персонаж выпрямится, затем нажать Escape, тем самым отменить действие снятия вещи. По моему мнению, лучше всего снимать балаклаву, каску или перчатки, так как их можно снять и одеть на ходу. Если снимать другое снаряжение, то персонаж будет останавливаться на одном месте как вкопанный, а это напрягает и очень неудобно. Братик, если ты только начинаешь играть на проекте, то вводи промокод Nixon при регистрации. Он даст тебе бесплатный премиум аккаунт на 7 дней. Ссылка на регистрацию в описании и закрепленном комментарии. Как делать подкат? В некоторых ситуациях это очень полезная фича. Скорость подката быстрее, чем скорость спринта. Плюс персонаж становится твой ниже и меньше, тем самым уменьшается твой хитбокс. Ну, точнее, он не уменьшается, если быть точным, а просто твой персонаж становится меньше и по нему сложнее попасть. Делается он очень просто. Главное понять и потренироваться. Нужно разогнаться, я это делаю не через Shift, как все привыкли, а через колесико мыши, прокручиваю его вперед. Разогнавшись, я нажимаю на кнопочку C. Мой персонаж делает подкат, и пока персонаж находится в подкате, я нажимаю один раз пробел. Затем кручу колесико мыши, это чтобы персонаж снова был на спринте. И далее повторяю то же самое. Бегу, нажимаю C, затем пробел и кручу колесико, чтобы снова бежать. Звучит запутанно, да, но если потренироваться, у тебя все получится, я уверен. Это даже проще, чем кажется. Ох, насущие темы всех купли-продажников на гурмане. Как копируют сообщения в чате, чтобы их не вставлять заново и не писать свою огромную петицию. Раньше это делалось через инсерт, теперь все стало намного проще. Когда разработчики то ли пофиксили, то ли понерфили, я не знаю для чего и с чем это связано. Теперь для того, чтобы скопировать текст, пишем текст в чате, выделяем его, копируем выделенное клавишами Ctrl плюс C, затем вставляем текст клавишами Ctrl плюс V. Сообщение можно вставлять раз в 30 секунд. Не советую флудить сообщениями, а то вдруг отключит и эту возможность. Тогда придется писать все своими пальчиками, господа. Были вопросы, как одеть или снять капюшон, а также как заправить штаны в ботинки. Тут все элементарно. Нужно всего лишь в разделе снаряжения класснуть правой кнопки на куртку или штаны, и вы увидите нужную вам клавишу. Одеть, снять капюшон, например, или заправить штаны в берцы. Но тут смотри, не каждые штаны заправляются в берцы, и не у каждой куртки есть капюшон, так что нужно тоже выбирать. Тут же, думаю, будет уместно, как переключать или включать и выключать прицельную сетку в прицелах. Для этого нужно всего лишь нажать кнопку N. У Кобры будет меняться прицельная сетка. У прицелов ПСО будет включаться и выключаться сетка прицела. Она будет гореть красным или серым. Как включить автобег в игре? Да-да, в этой игре есть и такое. Если тебе потребовалось куда-то отойти, налить чай, либо открыть дверь, может быть ответить на какой-то важный звонок или еще что-то, то эта фишка как раз для тебя. Для того, чтобы включить автобег, нужно в движении нажать на Enter, откроется чат. Затем отпустить W. Для того, чтобы скрыть чат, нажимай просто Escape. И все, условный автобег у тебя работает. Только смотри, надолго не отходи. В аномалию залетишь или мутанты сожрать могут.
Для того, чтобы повесить второе оружие на плечо, а не на живот, нужно зажать кнопку 2 или 1. Не нажать, а именно зажать. Тогда ваш персонаж повесит оружие на плечо и будет выглядеть все очень красиво. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайся на канал, так как подписавшись, ты не пропустишь ни одного полезного ролика. И напиши комментарий, чтобы поддержать меня. Удачи в зоне, сталкер!